И снова здорово, это Эмиль, и сегодня мы с тобой немного поболтаем про супергероев. Ни для кого не секрет, что последний год выдался довольно-таки сложным для Марвела и DC, и я решил заморочиться вопросом, а что же происходит за пределами этих двух вселенных? Внимание, спойлер, много всего интересного. Так вот, лично для себя я составил топ-5 супергероев, которые мне нравятся за пределами вселенных Марвела и DC. Ну и чтобы остановить холивар, который может начаться в комментариях, сразу же скажу, я их расположил не в порядке их крутости. Вообще хронология их появления в видосе не имеет никакого значения, и первые могут оказаться последними, и последние первыми. Это абсолютно не важно, это просто вот совокупность 5 героев, которые мне нравятся. Ну и как обычно, давай не будем задерживаться и сразу же погнали. Номер 1. Аспин Мэтьюс. Серия комиксов Fathom. Издатель Aspin MLT. Fathom был создан Майклом Тернером, который сказал, что нашел вдохновение в выпуске National Geographic. Первый комикс был выпущен в 1998 году. Главную героиню зовут Аспин Мэтьюс. Она является биологической дочерью представителей двух рас, обитающих в океане, а конкретно Эйлы из синих и Рахгера из черных. Благодаря своей наследственности она единственная, кто получила преимущество обеих рас. Ее способности — это создание огромных волн и цунами, манипулирование жидкостями, в том числе и кровью. Она умеет создавать гейзеры, превращаться в воду и лечить раны. Помимо того, что Аспин потрясающе красивая девушка, она является еще и морским биологом, катается на серфе и профессиональный пловец. Пловчиха. В общем, продолжим. В свое время комиксы про Аспин были очень популярны, настолько, что уже даже был запланирован фильм, который должен был снимать не абы кто, а сам Джеймс Кэмерон. Но что-то пошло не так, и проект свернули. А жаль, мог бы получиться интересный фильм, а тот факт, что в комиксах она пересекалась с Ларой Крофт, мог бы дать надежду на последующее интересное развитие франшизы. Номер 2. Shadowman. Shadowman был придуман Джимом Шутером и Стивом Энгельхартом в 1992 году. Джек Бонифейс, так зовут главного героя джазового музыканта, который впоследствии станет Шадоуменом. Вследствие обряда вуду, проводимым организацией Ковен, что в переводе означает «шабаш», Джек и был награжден силой Шадоумена для борьбы с мастером Дарком, некромантом и практиком черной магии из 19 века. Поскольку основной сюжет развивается в Новом Орлеане, весь комикс пропитан всякими обрядами вуду, черной магией и прочей мистикой. Способности Шадоумена: ночное зрение, регенерация, повышенная выносливость и прочность, улучшенные рефлексы и безлимитный доступ в чистилище. Надо сказать, что Shadowman был довольно популярен. По мотивам комикса было создано две игры: Shadowman для Nintendo, PlayStation и Dreamcast, и Shadowman Second Coming эксклюзивно для PlayStation 2. Была даже неудачная попытка экранизировать фильм в 1999 году, но съемки были приостановлены ради создания игр. Но в 2017 году Valiant Entertainment наняло сценаристов для новой попытки создания фильма. Что ж, будем ждать, даже несмотря на то, что уже 2023. У меня нет никаких сомнений, что ты легко догадаешься, кто у нас под номером 3. Да, это Hellboy, издатель Dark Horse Comics. Персонаж, созданный Майклом Миньолой, впервые увидел свет в августе 1993 и сразу же стал набирать популярность, вплоть до того, что в 2004 получил свою собственную экранизацию, да еще и снятую самим Гильермо Дель Торо. Ну а теперь немного про самого Хеллбоя. Это сверхъестественное существо из... Никогда не догадаешься откуда. Да, именно из ада. Дитя герцога ада Азазеля и ведьмы Сары Хьюз, которая является потомком самого короля Артура. Когда Сара умерла, Азазель забрал ее тело в ад и сжег. Так и появился Хеллбой. Затем любящий отец отрезал сыну руку и прикрепил вместо нее руку судьбы, которая способна повелевать драконом и разрушать мир. В силу определенных обстоятельств чертяка попал в мир людей, но не стал продолжать замысел отца, и даже наоборот, спилил рога, превратился в добропорядочного члена общества и стал на защиту человечества. Теперь к способностям. Нечеловеческая сила и выносливость есть. Регенерация есть. Невосприимчивость к огню очевидно. Некромантия может оживлять мертвых и выведывать у них информацию. Ну а поскольку воспитывался он на военной базе, то и человеческие военные игрушки ему не чужды. В частности, имеется огромных размеров револьвер. Персонаж крайне яркий, имеет огромную популярность, несмотря на то, что довольно молод относительно многих других культовых супергероев. Марк Грейсон, Invincible, или Неуязвимый, издательство Image Comics.
Неуязвимый был придуман Робертом Киркманом и иллюстратором Кори Волкером. Серия начала публиковаться с 2003 года. Сын супергероя Омнимена, прибывшего на Землю с планеты Вилтрум и обычной землянки. Благодаря генам отца Марк обретает суперспособности в 17 лет и обнаруживает, что супергеройство не такая уж и простая работа. В каком-то роде его персонаж перекликается с персонажем Спайдерменом, который тоже обнаруживает свою силу, будучи подростком, пытается с ней справиться и параллельно решает собственные бытовые проблемы. Его суперспособности — это скорость, полет, сила. Вильтрумиты обладают колоссальной физической силой, позволяющей им крушить здания, ломать горы, оставлять кратеры на Луне после столкновений. Чутье. Вильтрумиты способны чувствовать угрозу, что опять же перекликается с Человеком-пауком. Сопротивляемость. Заявлялось, что клетки вильтрумитов игнорируют любое инородное воздействие вирусов. Серия Invincible набрала еще большую популярность после выхода анимационного сериала, который я вам настоятельно рекомендую посмотреть, если лень самому читать комиксы. Ну и, наконец, мой любимый персонаж Spawn, издательства Image Comics. Ох, как же он крут и не только сам по себе, но и благодаря всем тем людям, которые приложили руку к его созданию. Начнем с того, что Spawn был придуман Тоддом Макфарлейном. Замечу сразу, никакого отношения к Сету Макфарлейну, создателю Гриффинов, он не имеет. Так вот, тот долгое время работал на Marvel, и не просто так, а был в составе команды, работающей над серией «Удивительный Человек-паук». Помимо этого был одним из создателей Венома, что делает его суперзвездой индустрии комиксов. Кстати, именно к нему приходил Сэм Рэйми, когда работал над Веномом для третьей части фильма «Человек-паук». Но в 1991 году тот уходит из Марвела, основывает свою независимую компанию, и уже в мае 1992 года выходит первый выпуск про Спауна, антигероя, которого тот придумал для своего портфолио еще в средней школе. Первый же выпуск расходится тиражом 1,7 миллиона копий, что до сих пор является рекордом среди независимых комиксов. Ну а теперь о самом Спауне. Эл Симмонс, агент ЦРУ, попал в ад, убитый собственным начальником по приказу сатаны. Чтобы последний раз увидеть свою жену, он заключил сделку с демоном Мел Болги и стал бессмертным Хеллспауном. Спаун пытался сохранить свою человечность, одновременно стараясь найти способ вырваться из-под власти Мел Болги. Он сражается с различными противниками, как сверхъестественными существами, так и представителями криминального мира. Описывать способности Спауна очень долгое и бессмысленное занятие, в частности потому, что они ограничены только его собственным воображением. Плюс ко всему, его костюм — это живой организм, который в некоторых ситуациях сам способен принимать решения, например, защитить хозяина, если он без сознания. Помимо этого есть плащ, грозное оружие и защита практически от любых видов атак. В общем, говорить о нем можно очень долго, но лучше самому достать комиксы и почитать про этого нереально крутого персонажа. Вот примерно так выглядит мой топ-5 супергероев за пределами вселенных Марвела и DC. Ну и, конечно же, в комментариях интересно было бы посмотреть на твои личные топы, наверняка ты такие тоже составлял. Ну и, конечно, не забудь про стандартные процедуры, которые нужно сделать, если тебе понравился этот видос. Это нажать на колокольчик, подписаться на канал, а помимо этого есть еще классный телеграм-канал, в котором я выкладываю всякие интересные штуки из своей жизни в Америке, с комиконов, с различных мероприятий, которые здесь проходят. И, конечно же, Инстаграм, в котором мы выкладываем всякие интересные новости из мира кино, музыки, игр и вот этой всякой нашей гиковской тематики. Ну и на этом все. Увидимся в следующем видосе. Пока-пока!